в прошлой серии «Бедной Насти». Вы обещали продемонстрировать мне некие факты. Вот вам факты. Прошу прощения. Если честно, между нами нет разницы. Вас продали в Архангельск, меня забалуют. Я, Андрей Платонович, настолько очарована поместьем, что решила сама сюда переехать. Нам нужно притвориться любовниками, и он не посмеет встать на нашем пути. Час от часу не легче. Ну, я же сказал, притворимся. Миша. Ой. Ой, Никита. Никита. Ну, будете, Варвара, увидимся еще. Далеко ты теперь? Так далеко, что страшно подумать. Неужто на Дон? В соседнее поместье княгини Долгорукой. Работу получил. Тьфу ты! Я думала, по свету пойдешь счастье свое искать. Здесь мое счастье. Ты опять за Аннушку. Из головы никак не можешь ее выбросить. Забудь ее, Никитка, забудь! Да я бы рад забыть, да не могу. Вот где она сейчас? Что с ней? Ведь я ее обманом из поместья выманил. Так правильно сделал, что выманил. А то ехала бы она сейчас на север, в неволю. Ой, у меня так сердце болит о ней, как о дочке родной. Ой. И тебе болит. Непутевому. Как бы сейчас треснула бы. Разные вы с ней, разные. И жизни у вас разные, пойми ты. Как знать. Может быть, и мне счастье выпадет. Вот уедет князь Репнин в Петербург. И все ж ему рядом быть. На что ему крепостная? А тут и я рядом. Глупый ты. И есть глупый. Ну, Бог тебе в помощь, Никитка. Ступай. Ой, Господи. Увидимся. Где Анна? Я тебя спросил, где Анна? Отец Георгий. Отец Георгий. Лиза. Елизавета Петровна. Наконец-то я вас нашла. Что случилось, Лизонька? Здорова ли матушка? Все ли благополучно с Соней, с Андреем? Да, все живы и здоровы, батюшка. Ну, слава Богу. А то я уж испугался, думаю, чего это ты меня, старика, вдруг разыскивала?
Простите, что потревожила вас, отец Георгий, но мне нужно поговорить с вами. Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови, мое сердце сжигал и томил. Но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любил. Все-таки тебя люблю, душа моя. При имени твоем трепещет, печаль по-прежнему сжимает грудь мою. Я за тебя, Создателя, молю. Я за тебя, Создателя, молю. За тебя, Создателя, молю. Открой свою душу, и Господь отпустит твои грехи. Это касается смерти папеньки. Он умер так внезапно. Да, раб Божий Петр уже в другой жизни. Душа его теперь блаженна и счастлива. А верно, маменька приходила к вам после его смерти просить утешения. Душа княгини закрылась для меня как-то навсегда. Да я и не виделся с ней с тех самых пор. Я так и думала. Маменька избегает разговоров о смерти отца. А мне так хочется знать, чем он жил в это время. И от чего он умер. Мне так его не хватает. Он очень любил вас. Тебя любил. И Сонечку любил, и Андрея. Так найдите же утешение в светлой памяти о его отцовской любви. Постоянно думаю об этой трагедии. И вижу во сне этот день и ту злополучную охоту. И мне кажется, я слышу выстрел. Ну, прошлое уже не вернешь, Лизонька. А он со светлой душой отправлялся тогда в этот день на эту самую охоту, не ведая о том, что его ждет несчастье. Я более ничего не могу тебе сказать. На все воля Божья. Ну, маменька так скоро устроила похороны. Я даже не успела увидеть его в последний раз и попрощаться с ним. Ведь его хоронили в закрытом гробу. Лизонька, иначе нельзя было. Нельзя было иначе. Зато мы помним Петра Михайловича живым и здоровым. А скажите, вы не знаете, папенька перед смертью что-то хотел спросить у барона Корфа. Он писал ему письмо и просил его приехать в деревню. Зачем он это сделал? Вы же виделись с Иваном Ивановичем после... Ну, Иван Иванович в основном философствовал о жизни и смерти. И он ничего не сказывал об этом письме. Зачем-то ведь папенька писал его. Что ты его беспокоила? Отец Георгий, я прошу вас, я у вас умоляю. Расскажите мне все, что вы знаете, ведь я его дочь, я тоже должна знать.
ты... Ты же обещал меня разбудить. Мы же договорились охранять Анну по очереди. Ты еще об этом помнишь? Я думал, в объятиях этой красавицы ты позабудешь обо всем на свете. Ты о ком? А ради? Или ты провел ту ночь еще с кем-то? Ты бредишь? Да ладно, не лукавь. Я бы и сам не отказался провести ночь с такой красоткой. Ты лучше подумай, как быть дальше. В конце концов, мы должны расквитаться с этим предводителем уездного дворянства. Будь он проклят. На свежем воздухе и в одиночестве хорошо думается. У меня есть мысль. Что за мысль? Отправимся в мое поместье, послушаем, что расскажут Варвара и другие крепостные. Я вот только думаю, взять тебя с собой или дать возможность отдохнуть после бурной ночи? Хватит об этом. Ты лучше признайся, почему ты не разбудил меня ночью? Захотел бы, проснулся бы сам и пришел. Видно, Рада тебя не отпустила. А при чем здесь Рада? Мне кажется, мой друг, ты хочешь, чтобы я по-прежнему держался подальше от Анны? А при чем здесь Анна? Я сейчас отправляюсь в свое поместье. Ты со мной? Да. Мне тоже нужны доказательства вины Забалуева. Оглянитесь вокруг. Такого запустения я не видел давно. Мерзавец. И за это ответишь. Доброе утро, зятёк. Как спалось? Неужели рядом с молодой женой места не нашлось? Ну что вы, Марья Алексеевна, я вас искал всю ночь, по всему дому, а вы как в воду. Ну, еще не хватало, чтобы Лиза нас увидела. Я в своем доме привыкла спать. А здесь все надо переделать. А то ненароком столкнешься еще с призраком барона. А вам не боязно? А я не испугливых, Марья Алексеевна. И потом, как в народе говорят, дареному коню в зубы не смотрят. Это вы о чем, Андрей Платонович? О приданом, который вы за дочкой дать обещали. А не забыли, Марья Алексеевна? Да это вы забыли вчерашний наш разговор? Как это понимать? Так я же вам говорила вчера,
что это имение я хочу продать. В моем будет хозяином Андрей, а мы с Лизонькой к вам переедем. То есть, как это? Что за вздор? О вас же беспокоюсь, зятек, о нашем с вами счастье. Ну так моя усадьба, она непригодна для молодой жены, тем более для вас, Марья Алексеевна. Чего? Мы там все переделаем. Вот Лизонька сейчас проснется, и мы сразу поедем к вам. Посмотрим, поглядим женским взглядом, дадим распоряжение прислуги. А что это так торопиться, Марья Алексеевна? Ведь если сейчас затеять продажу этого поместья, все тут же сразу поймут, что вы убили барона и что хотите нажиться на продаже поместья. Так это же правда, Андрей Платонович. Вы же обещали меня защитить. Забыли? Ну что ж вы молчите-то? Испугались? Правильно, Андрей Платонович. Я и вас могу извести. Где Анна? Говори, скотина. Знал бы, не сказал. Придушу тебя, гада. На каторгу пойдешь? Пойду, но тебя прикончу, сволочь. Ой! Уйди, гад! Уйди, гад! Никита! Никита! Ой, Никита! Господи. Узнаю, что это он помог Аньке бежать. Все. Убью. Все, Никитушка. Все. А не я, так Забалуев из него правду вытряхнет. Может, тогда он поймет, что бывает с теми, кто помогает беглым крепостным. Да что же это? Ой, да что же это? Да что же это, Господи? Ой. Успокойся, Лизонька. Ну, хотел бы я тебе помочь, но знаю я о смерти твоего отца не более других. Вспомните, батюшка, барон Корф долго разговаривал с вами. О чем он вам говорил? Ну, о чем могли беседовать два немолодых человека в столь скорбный день? Лишь о скоротечности жизни. У Господа всегда есть причина для того, чтобы призвать к себе раба своего. Рано ушел, очень рано из жизни батюшка твой, но на все воля Божья. Значит, это был действительно несчастный случай на охоте. А что тебя заставляет усомниться в этом? Маменька избегает разговоров о смерти отца, и в этом есть какая-то тайна. Ну, если и есть какая-то тайна, так ее князь Петр унес с собой в могилу. Спасибо вам, батюшка. На что же благословить тебя, дитя мое? Чисты ли твои помыслы? Вы мне помогли узнать, что нужно делать. Не беспокойтесь за меня и помолитесь. Вы сами все узнаете. Прощайте.
Иннокентий. Слушай, батюшка. Не сочти за труд. Отнеси это. Знаешь, кому. Иди. Доброе утро, Таня. Доброе утро, барин. Далеко собираешься? Сами знаете, в соседнее поместье с Елизаветой Петровной. Там теперь жить буду. Тяжело уезжать. Почему же? Я с легкостью уеду. Там мне будет лучше. Здесь твой дом. Там чужие люди. А вот хорошо, что чужие люди. Быстрее забудутся свои. Что с тобой, Таня? Не пристало, Андрей Петрович, барину служанку за руку брать. Лишнее это. А то, что было, про то уж забыть пора. Прошлого не воротишь. Наверное, ты права. Все в прошлом. И ничего уже не изменишь. Скоро моя свадьба. А вот и ни к чему вам тут оставаться. Пожалуйста, уходите. Все князя своего дожидаешься? А он не придет. Не придет? Он уехал? Нет. Он здесь, в таборе. Он, должно быть, устал. Всю ночь не спал. Такую ночь невозможно было заснуть. Думаешь, он тебя караулил? В объятиях цыганки заснуть трудно. Он провел ночь с тобой? Но этого не может быть. Он должен был меня охранять. Хочешь сказать, что ты не обманывала его? Мужчины не прощают лжи. Если любимый обманывает мужчину, то он уходит к другой. Но он не мог так поступить. Миша никогда не бросает слов на ветер. Ты разбила ему сердце. А я дала ему покой. Ему было хорошо со мной, и он забыл про тебя. Забыл? А может быть, это тебе так хочется, чтобы он меня забыл? Но я не верю всему, что ты сказала. Он сам это сказал. Ему нужна только я. Я одна. Владимир, объясни мне, тебе так важно, чтобы я держался подальше от Анны? А разве ты от нее не отказался? Впрочем, это не мое дело. Я 100 раз проклял себя за это.
Я просто был очень потрясен, когда увидел ее полураздетой, танцующей этот дикий танец. Я не понимаю. Зачем ты так безжалостно унизил Анну? Успокойся. Анна теперь не моя крепостная. У меня вообще больше ничего нет. Я и сам не понимаю, кто я теперь. Барин. Не как вы. Здравствуй, здравствуй, Григорий. Доброго вам здоровица. Спасибо, спасибо, Григорий. Когда же вы поместье-то себе вернете? А что? Новый барин не жалует? Да не верит он нам. Ругается почем зря. Вчера он чашкой в девку запустил. Почудилось ему, будто чай остыл. Каков самодур. Без году неделю живет, а уже весь винный погреб осушил. Да все норовит вино-то получше выбрать. Ну, он теперь хозяин. Может и людьми и вещами распоряжаться. А тут давеча народ насмешил. Прикатил на коляске, и никого, говорит, подпускать к ней нельзя. Что ж за коляска такая особенная? Обычная коляска. У нашего барина и получше имеются. Мы все для вас сбережем. Вы только поскорее возвращайтесь. Вернусь, Гриш. Вернусь. Слово даю. А я пойду, а то рассерчает. Шуму не оберешься. Прощавайте, барин. Да. А предводитель неплохо здесь устроился. Хорошо бы посмотреть на эту удивительную коляску. Угу. Недвижимостью его мы уже насладились. Пора ознакомиться и с движимым имуществом господина Забалуева. Что случилось? Рубаху порвал. Зашить бы надо. Ты прости, я же здесь, кроме тебя, никого не знаю. Давай быстро, дел полно. Еще вещи в барышне собирать нужно. Хорошо у вас здесь. Мне нравится. Быстрее бы уехать. Вот соберу вещи, и ноги моей больше здесь не будет. Чего так? Слыхал я, барин твой, Андрей Петрович, добрейшей души человек. Все так говорят. А ты меньше слушай, Никита. Он тебя обидел? Всю изорвал. Жалко, что ты уезжаешь. Я сюда, ты туда. Там-то теперь не мед. Новый барин зверствует. Что там? Что здесь? Господа везде одинаковые. В неволе тяжко жить. Какого лешего Забалуев так дрожит над этой коляской? Не понимаю, а? Ничего нет, ни следа. Там что-то. Постой, постой. Там что-то есть. Посмотри. Взгляни на шов. Нитки другие, зашиты наспех. Да. Есть там что-то. Дай сюда.
Давай, ну быстрей! Черт. Неужели нашли? Ручаюсь, это тот самый флакон. Выходит, мы не ошиблись. Забалуев убийца моего отца. Тань, а помнишь, когда мы в лесу встретились, ты со мной бежать захотела, а что с тобой тогда было? Надоело все. Вся эта жизнь никчемная. Так ведь от себя же не сбежишь. А иногда так хочется стать совсем другой. Иначе жить. Забыть обо всем, чтобы память как водой смыла. И научиться ничего не чувствовать. Ведь есть же такие люди с ледяными сердцами. И только покойники ничего не чувствуют. А ты живая. Кто бы мне еще так рубашку зашил? Другая бы чай прогнала. Спасибо тебе, Никит, на добром слове. Что это у тебя? Где? Вот здесь на шее. А, это до свадьбы заживет. Вот когда ты так смотришь, у тебя глаза глубокие, как озеро. Маменька. Ну, наконец-то явилась. Ну, как же можно, милочка? Муж твой всю ночь промучился на диване, вместо того, чтобы... Ну, где же это видано, а? Позвольте, Марья Алексеевна, неловко даже. Изет Петровна уснула, как ангел, грех было будить. Вот я здесь и прилег на минуточку. Доброе утро, княгиня. Здравствуйте. Вы посмотрите, теперь они исправника привели. На сей раз кого намерены обвинить? Уж не Софью Петровну? Позвольте представить убийцу барона Корфа. Господин Забалуев. Неслыханная дерзость. Да я на вас в суд подам. 7 минут, извинитесь. У нас есть неоспоримые доказательства вашей вины. Эта вещь вам знакома? Обычный флакон. Отнюдь необычный. Именно в нем находился яд. Позвольте, и что это доказывает? Я-то здесь при чем? Этот флакон был найден в вашей коляске. Это правда? Вы его подбросили? Подбросили? Мы, господин Забалуев, впервые сегодня увидели вашу коляску. К тому же у нас есть человек, готовый подтвердить, что продал яд вам. Это вздор! Вздор! И это не тот флакон. Да и кто поверит цыгану? Откуда вы знаете про цыгана? Вот вы и выдали себя, господин Забалуев. Арестуйте его. Ну как же так? Неужели это правда?
Мне очень жаль, но все улики против вашего мужа. Не смейте. Можно обрадовать Анну. Новый барин. И больше не опасен. Хоть одна хорошая новость за все это время. Поеду в табор. Марья Алексеевна, ну а вы что молчите-то? Вы убили барона. Вы женились на мне только ради того, чтобы жить в этом поместье. Это низко, я ненавижу вас. Если кто-нибудь будет спрашивать, ты меня не видел. Слушаюсь, барин. Кто это выехал за ворота? Где? Кто это только что на нашей лошади ускакал? Не знаю. Неужто? Украли. С дороги, мразь. Далеко ли Карл Модестович? Лизонька, Лизавета Петровна, ну вы-то хоть вы. Не убивал я барона. Это недоразумение какое-то. Факты говорят о другом, господин Забалуев. Какие факты? Факты как карты. Их несложно подтасовать. Кто-то решил сломать мою жизнь, и вы в это поверили. Господин Забалуев, я вынужден просить вас пойти со мной. Княгиня, ну а вы-то что молчите? Скажите, что это неправда. Ну, даже не знаю, что сказать. Андрей Платоныч. Ой, а где он? Яд нашли в вашей коляске. Так что приходится верить не вам, а барону Корфу. Вот вы как. Ну так и я кое-что припомню. Я барона не убивал. Моя вина лишь в том, что я скрыл имя настоящего убийцы. Больше это делать не намерен. Настоящий убийца. Вот кто. Я должен был сразу догадаться, что вы здесь. Я поехал в табор. Рада мне сказала, что вы уже ушли. Рада не могла знать, где я. Я сама не думала, что забреду сюда. Анна, зачем вы так рискуете? Ведь Карл Модестович до сих пор ищет вас. Хотя теперь он вам не страшен. Мне давно ничего не страшно. Самое страшное в моей жизни уже случилось. Анна, зачем вы так? Ведь все изменилось.
Забалуев арестован. У него нашли яд, которым отравили барона Корфа. Дядюшку все равно не вернешь. Анна, теперь вы в безопасности. Поместье будет принадлежать Лизе. Она не допустит, чтобы вас отправили в Архангельск. Анна, да вы слышите меня? Мне все равно, кто будет новым помещиком. Лиза или Корф. Пусть даже Забалуев, я крепостная, и каждый может помыкать мной, как только пожелает. А жить в постоянном унижении я больше не могу. Анна, теперь все будет по-другому. Ничего не изменится, Миша. Я не хочу здесь больше оставаться. Слишком много воспоминаний связано с этими местами. Я должна все забыть. Я уйду отсюда. И больше никогда не вернусь сюда. Никогда.